Вот Хлопонина назначили, и сразу какие-то эксперты и так далее. Это, мол, противовес Рамзану Ахматовичу Кадырову. Вот я вице-премьер говорю, запрещаю давать отрицательную информацию по Кавказу. Все хорошо. Да вы, А что? вы А против что свободы вы? слова. Я говорю, Что что свобода слова? Против свободы слова. Мы уже 10 раз вернулись к опыту Советского Союза здесь. Там ведь, помимо всего прочего, те самые межнациональные отношения, о которых мы говорим, они же были. Как мне сказал как-то один из собеседников в Ингушетии, понимаете, нам и здесь трудно. И в России нас черными называют. На Северном Кавказе, на Российском Кавказе произошли серьезные структурные изменения. Создан новый федеральный округ с новой столицей. Назначен специальный представитель президента в ранге вице-премьера возглавлять этот округ. Структурные ли это только изменения или тектонические, серьезные? И поставлена ли перед этим новым государственным образованием цель замерения Кавказа? Вот на этот вопрос, главным образом, мы попытаемся сегодня ответить. Владимир Вольфович, правильно ли я рассказал про замерение? Будущее Кавказа и всего человечества – это только мир, демократия и экономика. Поэтому в военной плоскости больше никакие вопросы решать нельзя. Пример Афганистана показывает. Там коалиция всего мира, и ничего не получается. Ирак тоже. Поэтому военное решение невозможно. Тем более это наша с вами страна, общая страна. И упор, конечно, на экономику. Но мы в ней повоевали все-таки. Она наша, нет, конечно, но мы в ней дело. повоевали и навоевались, по-моему, То вот есть так уже. все силовые варианты были опробованы. С той, с другой стороны, с учетом внешних факторов, религиозных и так далее. Поэтому я говорю, что это уже исключается. Решать вопросы нужно все экономически. И вот то, что создан новый Северокавказский округ, федеральный, 8-й теперь по счету, это уже правильно, поскольку он охватывает конкретно именно территорию в основном национальных северокавказских республик. Вот 6 республик есть, и надо, чтобы ими конкретно занимался данный округ. И у них у всех одинаковая, в общем-то, специфика. Во-первых, это тяжелая география, поскольку там, где горы, всегда тяжело развиваться. Одно дело лыжи, пошли альпинисты, а другое дело вот сеять хлеб. Вы там не посеете. Там в основном только, может быть, животноводство, горные пастбища и все. Ну, там есть места, где можно и посеять. Но тем не менее. Поэтому вот это вот округ новый, это правильно. Более высокие полномочия у полпреда с учетом того, что есть специфика решения вопросов. Этническая, религиозная, военная, значит, пограничная. Я полностью согласен здесь с Владимиром Вольфовичем, когда он говорит, что наконец-то нужно экономическими методами, рычагами заняться подъемом Кавказа. Значит, если мы сейчас составили бы список, мы напишем десятки фамилий лиц, которые на протяжении последних 300 лет занимались Кавказом. И все они были генералами. Понимаете, вот наконец-то на Кавказ приезжает человек, который, значит, с юных лет занимался бизнесом, политикой, который не воевал, не держал в руках автомат Калашникова, значит, не управлял там бомбардировщиком и так далее. Ну, что-то генеральское в нем должно быть все равно. Не, ну, губернатор без генеральского чего-то быть не может, это понятно. Но здесь я сказал бы, понимаете, одними вот экономическими тоже, конечно, нельзя решить проблему. Вот политические, понимаете, нужна политическая воля. А она какая? Вот сегодня, понимаете, я вот часто думаю, иногда приходится из Москвы ехать в Грозный за рулем автомашины. Я до Ростова чувствую себя гражданином России. После Ростова я уже начинаю думать, а гражданином какой страны я являюсь? То ли я гражданин Ростовской области, Ставропольского края, Осетии, Кабарды, Чеченской республики и так далее. Вас останавливают, да. Вы чувствуете какое-то особое отношение? Вы понимаете? Или вот, деньги с вас требуют? До Ростова я, если не нарушая правила дорожного движения, еду как обычный гражданин. После Ростова, вот Владимир Вольфович, человек, как часто бывающий на Кавказе, наверное, тоже видел,
на административных границах выстроены такие посты. То есть, если вы по Кавказу поедете, то то же самое вы Да. вот со всем Да. этим столкнетесь. Да, понимаете, и человеку, понимаете, ему вот насильно внушают, добивают мозги, что это не Россия, это что-то само по себе, не имеющее отношения к России. В целом исторически регион всегда воевал. Неважно, царь, советская власть сегодня. Всегда. Единственная часть на планете Земля, где очень много народов живут малочисленных и рядом. Дагестан вообще тяжело. Там десятки внутри Дагестана. Или взять, допустим, Чечня. Единственный автохонный народ, чтобы нас поняли все правильно, уникальный в своем роде. Другого нет. У чеченцев нет родственников. Вот Осетия, северная, южная, или это северное, или это иранское племя, у них есть близкие по их языковым признакам иранские племена. Балкарцы, карачаевцы, там, не знаю, аварцы, кумыки, тюркские племена. Их очень много и в Турции, и у нас по Волжье. Чеченцы нет больше, нет в мире больше чеченцев. Давайте обратимся на этом месте Вот у к нас здесь есть чеченцу. эксперт. Да, да. Это особая К эксперту. специфика. На У них это. нету возможности взять пример с кого-то. Они одни. Все. Вот они развивались, как развивались, они развиваются сами по себе, и это тоже создает проблемы. Я вот все эти годы войны находился там, знаете, и очень военные, тяжелые годы Владимир Вольфович тоже в опасное время приезжал туда. Я каждый раз имел честь общаться с ним. Понимаете, несмотря на все это, на Кавказе нет никаких сепаратистских настроений. Это внушают, пытаются заставить народы Кавказа, чтобы они подумали, вот нам нужно куда-то выйти и так далее. Наоборот, там настроения такие, если часть России, которая расположена выше вот этой перемычки Казахстан в районе Саратовской области и Донецкая область, если выше вот Россия попытается отделиться, то Россия, которая находится южнее, она и не позволит отделиться от северной части России, понимаете? Вот народы, живущие там, они имеют право вот так думать и быть так настроенными, потому что они веками являются составной частью России, они там всегда защищали Россию от южных наших воинствующих каких-то государств, и они о России думают, заботятся, беспокоятся не меньше, чем чем поморы, чем кто-то расположенный вдоль Северного Ледовитого океана и так далее. Но я опять подчеркиваю, я считаю, что исключительно важно сейчас постепенно подумать над тем, чтобы внутри этого округа постепенно ослабить вот эти так называемые административные барьеры, чтобы была свобода перемещения и транспорта, и грузов, и бизнеса и так далее. Чтобы люди, живущие внутри этого округа, почувствовали хотя бы в рамках Сначала округа, в рамках округа хотя бы перестали. округа Да? единство какое-то. Смотрите, даже в названиях Карачаево, Черкесия, Чечено-Ингушетия была в советские, ну и так далее, Кабардино-Балкария, да? Да. Это разделение закладывалось или закладывалась все-таки попытка хотя бы попарно, но как-то соединить? Я бы сказал так, до советской власти Кавказ был более единым, чем в годы советской власти. Вот там в самом То есть начале все-таки было разделительный был заложено принцип, деление, да? понимаете? Да, это вот была ошибка советской власти. Объединили, отрезая куски народы совершенно с разными языками. Карачаевцы и черкесы. В то время как кабардинцы и балкарцы. Балкарцы и карачаевцы – это один народ. Фактически. А кабардинцы, черкесы и так далее один. Но тогда был, хочу сказать, тогда был советский еще народ такой. Интересное понятие. Это теперь сделал было. Сталин. Для чего? Раз его формулировка, он предлагал, чтобы все территории входят в Российскую Федерацию и все, как географические названия. Никаких национальных. Его была идея, он знал хорошо Кавказ, он заложил в одну республику враждующие части. С тем, чтобы они занимались друг другом. Например, карачаевцы недолюбливают черкесов или наоборот, неважно. Кабардинцы и балкарцы и так далее. И в том числе чечены и ингуши. Вот в этом плане, чтобы легче было управлять. Это, конечно, была ошибка. Ну, допустим, это если соединить часть Эстонии и часть Псковской области. Потому что русские и эстонцы, это совсем разные. Например, эстонцы и финны можно, это финно-угорная такая группа. Или, допустим, там украинцы и крымские татары.
это несовместимо. А вот Нет, ну гагаузы в Молдавии... Но могут быть разные принципы. Не, Владимир Владимирович, если я по говорю- этническому, да, а если по принципу одной партии, условно говоря, передовой отряд коммунистической Да. партии, вот Советский Союз вам получается. Я понимаю, но я говорю, что объединять родственные народы легче. Когда мы объединяем неродственные, они более враждебно друг к другу относятся. Как же Это они в проблема. округе теперь объединятся? Подождите. А округ Он- объединяет теоретически, Владимир территориально. Да. Территориально-то они объединяют. Владимир Вот, да, Константинович, я вот это очень сказал важный бы, момент. Понимаете, Да. на Кавказе общего больше, чем то, что разъединяет. Это очень важный Вот момент. это, понимаете, вот А давайте перечислять. Вот что на Кавказе общего? общего, я Да. вам скажу. Прежде всего, это то, что у народов, живущих на Кавказе, это общие традиции, обычаи, когда говорят даже межнациональные конфликты на Северном Кавказе. Где эти конфликты? Эти конфликты выдумывают политологи, которые сидят далеко от Кавказа, называют себя экспертами по Кавказу, а этот Кавказ не знают. И я их не знаю, вот национально, вот чисто потому, что вот ты чеченец, а это аварец, ты Ну, там русский. всякое а- бывает. Там бывает запастбище, например, есть такая это история. да? территориально. Это территориально. Это территориально и экономически, я Да. бы сказал. Да? А кто провел границу? Вот смотрите, Владимир Вольфович здесь наглядно это нам рассказал. Когда создавали эти территории, часть чеченцев, допустим, за рекой Аксай оказалась, другая часть оказалась на территории Грузии. К нашей беседе присоединился Николай Силаев, эксперт Центра кавказских исследований МГИМО. Здравствуйте. Я думаю, вы присоединитесь сейчас к нашей довольно оживленной уже беседе, живой беседе. Владимир Ильич, мы Да. коснулись экономической подоплеки. Значит, вот эти все деления национальные, это, конечно, наносило вред. Устанавливались границы. То они в одном формате, то в другом, то эти переселения, то это смена идеологий. То есть все время было насилие. Веками насилие. Веками это шло, война. Это, конечно, как наследие осталось. Но теперь это в прошлом все. Мы не можем это из истории вырывать какие-то куски, доказывать, кто народ герой, кто там предатель, кто за кого выступал. Это все закрыть нужно. Мы не можем это думать об этом, кто за красных, кто за белых, кто, так сказать, был за Ельцина, кто там за Дудаева был. Все, жизнь прошла. Теперь только экономика. Северный Кавказ, география. Он для всех Кавказ. Ради бога, там, чеченцы могут говорить, это вот Чечня, там, дагестанцы, это мы здесь живем, там, карачаевцы, кабардинцы. Но в России это все одна территория. Она очень компактная сегодня. И все внимание должно быть экономике. Надо забыть эти вот все возможные какие-то вооруженные конфликты. Вот правильно говорят, убрать все эти блокпосты. Это все было в условиях военного времени. Должны быть открытые автострады, чтобы было написано «добро пожаловать», чтобы стояли шашлычные. А военная чтобы играла опасность, а музыка. военная угроза при этом существует? нет какая? ее угрозы. Нет ее. Военная Ее угроза. нет На угрозы федеральной трассе никакой. Ну, Кавказ бегают какая какие-то Если по горам. какая-то террористическая группа появилась, ее вы арестуете без блокпостов. Она скрывается в жилом массиве, в многоэтажном доме. То есть Ее от того блокпост блокпоста ее- сейчас больше это- горя, чем... Это нужно для большой группы вооруженных формирований. Сегодня их нету. Все. Что такое, допустим, Карачаево-Черкесия? Теберда, Донбай. Когда я Выросло был молодой, поколение молодое, которое нас с вами уже не понимает. Какой Донбай, чего, том-то и где, дело. какие А для озера. нас Кавказ был, это именно это. Куда поехали? В Донбай. Куда? Теберда. Куда? Голыбы. Каспий. Это море, это А вот рыба. теперь мы в Аргунское ущелье приглашаем. Вот в Аргунское ущелье. Так Да. сказать. Вот Вот там всё. страшновато пока звучит, если Да честно. нет, абсолютно. Уже Вот нормально. я официально приглашаю вас от имени президента. Вот это- И вас, Владимир Вот нам Вольфович. это и нужно сделать, чтобы люди не боялись. Не Спасибо, боялись. спасибо. Что это наше родное место, где мы можем отдыхать, где мы можем заниматься альпинизмом, туризмом и все остальное. И экономика. Развивать животноводство. Чтобы постоянно с Кавказа шло мясо, шерсть. Там открыть фабрики, шубная фабрика, овчина. Чтобы там не зарывали овчину в землю, а шили их. Обувь, раз есть кожа. Пшеница пускай выращивают. Виноград, вина. Почему мы везем вина из Чили? Издалека откуда-то. Да. Это все можно восстановить, все виноградники. И там юг Ну, позволяет. виноградники там лет 15 пройдет, пока хорошие Ничего, виноградники нет, будут. Там. уже Это серьезно. есть они. Мы должны покупать у них. Мы должны всю чеканку забрать В Чечне с восстанавливают Дагестана. виноградники. Все восстанавливать. Это все растет, все делать. То есть все на экономику. Все на экономику. И что самое главное еще? Мобильность населения. Пускай население двигается там, где есть работа. Чтобы не было проблемы, что очень много скучность. Молодежь.
а работы у них нету, так сказать. Вот в чем проблема у них, это вот слишком крепкая семья. Вот они живут всей семьей. Господи, нам бы такие проблемы. Да, всем, да. вот Вот нам бы такие проблемы. Это плюс. Уважение к старшим. Там, значит, если брат умер, то младший брат берет жену, оставляет в доме. Она не уходит куда-то. Да не Такой разрушено обычай. ли это все уже? Ну, вы знаете, Нет, вот то, что стараются. Ой, я боюсь Владимир разрушенности. Вольфович сейчас сказал, вот это как раз и спасло народ в течение последних 15 лет от полного вымирания. Я согласен. Это положительное очень. То есть общинный вариант. Родственники, соседи. Но это мешает им уехать туда, где есть работа. Вот в чем проблема. Сегодня вот нужно помочь им быть более мобильными. Но вам в России сейчас скажут, да что вы говорите, да наоборот, чеченцы и прочие жители Кавказа прекрасно в Россию встроены. И еще вам найдется человек, который, конечно же, скажет, что еще и объедают, и место русского коренного заняли. Разве этого нет? А я вам так скажу, если мы не последуем совету это Владимира есть. Вольфовича, на место тех, вот, кого он называет, придут на эти территории в России другие. С территории, которая расположена за 20 тысяч километров. Придут китайцы, вьетнамцы. Как мне сказал как-то один из собеседников в Ингушетии, понимаете, нам и здесь трудно. И в России нас черными называют. И проблема вот в этом. Проблема еще в том, что действительно во многих крупных городах жители не готовы к тому, чтобы туда приезжали на работу люди Северного Кавказа. Они там, многие их считают чужими. И эта проблема уже не столько Кавказа, сколько российского общества. Конечно, эту проблему каким-то образом надо решать. Но в том числе ее надо и решать за счет того, чтобы жители Северного Кавказа безболезненно интегрировались в российские социальные структуры, которые действительно отличаются от северокавказских. Я вот только в Москве работал 14 лет, и никто меня никогда не называл черным. А если говорить об интегрированности и так далее, я какое-то время был привязан к Владивостоку, к Кронштадту, к Калининграду, к другим городам. У меня эти проблемы никогда не возникали. Это потрясающий опыт. Опять на Советский Союз будем ссылаться. Абсолютно. С другой стороны, я также не вижу, что глобальной какой-то проблемы в том плане, что интегрированности. Ведь эти люди десятками, сотнями тысяч, и сегодня они работают на нефтяных промыслах Тюмени, они занимаются бурением, они работают на шахтах Сибири, они на флоте служат, в армии служат. Я тут еще одно сказал бы. Мы почему-то, я говорю, какие-то вот пытаемся за каждым шагом руководства страны видеть вот то, чего нету. Вот Хлопонина назначили, и сразу какие-то эксперты и так далее. Это, мол, противовес Рамзану Ахматовичу Кадырову. Назначают Евкурова, это, мол, противовес Рамзану Ахматовичу. Но никто не может согласиться с тем, что в стране есть люди, которых беспокоит судьба этой страны, что они какие-то шаги делают во благо этой стране, а не на зло. Понимаете? Тот же Рамзан Ахматович в прекрасных отношениях с Хлопониным. Он его поздравил, у него несколько раз беседа состоялась. Он говорит, мы рука об руку будем поднимать этот край. Я вам сказал бы еще, вот тот же Кавказ, вот террор и так далее, вооруженный, он подавлен, он уничтожен. Но вот мы чувствуем, ежедневно анализируем, что какие-то силы, я не знаю какие, пытаются вот вооруженный террор заменить информационным идеологическим террором. Я вообще закон издал бы, который вводит уголовную ответственность за любые публикации или разговоры в СМИ о том, что вот, мол, от России там Дальний Восток уйдет, Сибирь уйдет и так далее. Это заранее мы в умы, в мозги россиян вбиваем то, что мы немощные, что мы слабее кого-то и так далее. Положительное все должно идти в информационном пространстве. Русские хорошие, чеченцы хорошие, евреи, татары. Вообще меньше педалировать ту тему национальную. Я бы сказал, что все-таки стремиться к межнациональным бракам, не останавливать здесь. Вот, прими мусульманство, тогда выйдешь за него замуж или наоборот. Так это же было у нас, вот, да, массовый характер был, межнациональные То браки. Есть молодежь, она очень хорошо сойдется. Не проблема. Возьмите Дудаев. Жена была русская. Да. Все, какая проблема? Потому что он служил в России,
И Но он мне кажется, это более там женился. должен путь какой-то определенный пройти, потому что, насколько сейчас я знаю, возможно, я ошибаюсь, это достаточно сложно, ну, скажем так, межнациональный брак — это довольно сложная Но история. я не честно. сказал бы, Так это Чечне если будет это... мобильность. Чечне Если это будут сидеть в своем повседневность, ауле, и нет там никакой ничего не- сложности в этом. Маленький пустяк остался. Теперь, чтобы это случилось, чтобы люди вот так свободно встретились, знакомились, так они- встретились, познакомились, маленький пустячок. Почему я говорю горы? Как-то мы встретились в горы. Нужно спуститься в равнину, нужно работать на какой-то фабрике, в какой-то дом культуры, нужно ехать вместе в поезде, там купе. Вы еще скажите на нужно танцы, приехать уже в не так. турбазы, Владимир вот, Вольфович дискотека, еще 6-7 лет назад, когда он был в Чечне, он еще тогда говорил, понимаете, когда шла вот активная фаза военных действий, он говорил, деньги нужно тратить на то, чтобы тысячами вот молодых людей из Чечни дать им возможность уехать в российские города, учиться. Может быть, в силу военных действий у кого-то общеобразовательная база слабая, ну как рабфаки были и так далее. Вот интегрировать эту молодежь тысячами, он еще тогда говорил это. Да, они остаются там, Да. естественно, у них нет никакого занятия. Кто-то приходит, говорит, пошли в горы, там постреляем, он еще не знает, куда будет стрелять, но он уже ушел в горы, ему уже дали автомат, он говорит, вот нужно что-то делать, может быть, там где-то пойдем что-то взорвем. То есть нужно оторвать от улицы. Вот как в русских городах, в провинции, мы должны убрать с улицы ребят, чтобы они там не становились ближе к криминалу, так и Кавказ. Нужно оторвать их от того, Владимир что они не знают, Вольфович, чем Владимир заняться. Вольфович, они, я думаю, уходят в горы не только потому, что заняться нечем и так далее. Слава Все-таки, богу, единицы. да, пусть даже какая-то часть, пусть сейчас единицы. Мне кажется, что там их привлекает и какая-то такая романтика, идея определенная Да, и так да, далее. да, влияют Безусловно, внешние влияют, силы, внешние силы на это влияют. Поэтому, может быть, там и создать вот- противопоставить этому тоже надо. Не только Владимир работу, Пропаганда, еще пропаганда, что-то. лучше Даже я бы сказал не разъяснение. пропаганду, а некую идею. Мы уже 10 раз вернулись к опыту Советского Союза здесь. Там ведь, помимо всего прочего, помимо власти, помимо, так сказать, там, тяжелой извилистой истории Сталина и кого хотите, там было, безусловно, то, о чем мы сейчас с такой теплотой вспоминаем. Это было те самые межнациональные отношения, о которых мы говорим, они же были. Все те конфликты, которые мы сейчас наблюдаем, в том числе и на Кавказе, я имею в виду Остино-Ингушский, и грузино-абхазский, грузино-остинский, Нагорно-Карабахский, это все то, что вызревало еще в советские времена. Поэтому идиллии, конечно, никакой не было. И межнациональная дружба – это в большей степени некая идеологическая конструкция, чем реальность. Что, возможно, дружба А мне уже между... все кипит, вот как в остаточно советском человеке. Возможно, дружба между отдельными людьми, могут ли дружить вот такие общности, как нации, я не знаю. Советский опыт и советская практика исходила из того, что вот эти границы, вот эта вот этническая идентичность, они фиксируются раз и навсегда, на все поколения вперед, и в конечном счете это тот опыт, который мешает интеграции. В природе не было остино-ингушского конфликта между народами, осетинами и ингушами. У осетин и ингушей даже имена одинаковые и фамилии одинаковые. Они веками жили вот там. Там был территориальный конфликт. Вот в Грозном я всю жизнь, где жил, от меня слева армяне Аванесовы, справа русские синявские. Понимаете, никаких конфликтов. Какие конфликты? Их нет и по сегодняшний день. Когда большинство, допустим, лиц, являющихся по национальности чеченцами, и большинство тех, кто являются русскими, у них нет никакой вражды, если они нормально живут и так далее, вот это уже количество перерастает в качество, и это уже становится дружбой между народами. Пока этого нет, это дружба между людьми. Конечно, народы подружить Да. невозможно. Владимир Вольфович, да. Владимир Вольфович, люди, как вы говорите, на танцах надо сначала подружиться, а потом дело Нужны пойдет. контакты, вы понимаете? В Москве есть чеченский ресторан? Нету. Давайте Нету. откроем. Давайте откроем. Давайте откроем чеченский магазин. В Грозном есть русский ресторан? В Нет. Грозном есть русский ресторан, есть русские кафе, есть русский храм, который расположен в 100 метров от мечети. Это правда. Это гораздо важнее ресторана. Да. И я вам скажу больше, раз вы эту тему затронули. Понимаете, президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров, в первую очередь, он восстановил как с иголочки храм, а потом только начал строить мечеть. Дмитрий Анатольевич Медведев в своем послании, он говорил о молодежном лагере. Он говорил, Да, кстати, об этих да, вещах. Это тоже. да. Владимир То же Владимирович, самое. Владимир Владимирович, Это все делать. давайте И чуть-чуть. поощрять межнациональные браки. Случилось- Самое лучшее Обязательно, да. плавильный котел, как Америка.
Владимир Вольфович, значит, случилось так, что не Хлопонина, а вас назначили Да. на это место. Ваши действия. Если бы меня назначили бы, весь Кавказ бы хлопал бы сейчас. Не, так, Почему? хлопают, Почему? перестали. Почему? Они Дальше, знают дальше, меня. дальше, да. Они меня знают. Они Да. любят тех. Да кто же вас не знает? Ну вот в том-то и дело. Хлопонин первый раз. Хлопонин. Да. Ну кто он такой? А что? Хлопонин, я вам скажу, Да. Хлопонин пошел на убыточный, на разваленный, на несчастный Норникель, и там, между прочим, он хорошо говорил с Это людьми. комбинат, Ну, комбинат. А это политик, Кавказ. а политик растет постепенно. Согласен. Комбинат. Но вы же мне как задали вопрос? Я вам задал вопрос. Вот. Хорошо, ладно, теперь Вот речь не они, о Хлопонине. Я думаю, у него все очень, получится. Вас назначили. хорошо относятся к тем, кто говорит открыто и дает точную оценку. Забыть войну, все, убираем все блокпосты, снимайте все эту униформу, камуфляж, оденьте все гражданскую одежду. Если у меня полномочия вице-премьера, я не просто полпред, я вице-премьер. Я говорю, ну-ка, московское правительство, ну-ка идите сюда. Вы откуда мясо везете? Стоп, останавливайте. Вот повезете с Чечни, с Дагестана, так сказать. Да. Вы вино откуда везете? Вот давайте. Вот там же есть коньячные заводы, так сказать. Да. Все. То есть, пускай Москва, Петербург, Ростов, все крупные города, купите все, что есть на Кавказе. Нет, я вас снимаю с работы. Мэр Москвы пошел вон, вот давайте, вези мне сюда мясо. О, это мы всё. далеко зайдем. Сейчас А как вы Хлопонин хотите? снимает Лужкова, это сцена. А он вице-премьер. Картина Репина. Ему дали, он скажет, Москва отказалась закупать продукты готовые и по той же цене, и закупает где-то далеко, за кордоном. С какой стати? То есть надо Кстати, на этой оживить жизнь неделе- экономическую. На этой неделе мы 30 тонн птичьего мяса, значит, произведенного на комбинате в госхозе Цинторойске, отправили в Москву. Вот. Чеченская республика, об этом никто не говорит, сама себя уже полностью обеспечивает мясом. Вот. То есть у них есть производство. Так загрузите их заказами, у них покупайте. Вот для этого дали должность вице-премьера. Двигайтесь, и вот да забурлит все. Все работают, все получают деньги, у всех все покупают. И фестивали, и соревнования, и браки, и рестораны, И турбазы, и туризм, курорты. и турбазы, и все поехали. И он, Кадыров и чеченцы обеспечат безопасность любой турбазы. Скажет, Без никто проблем. не пройдет Да туда не никогда. только турбазы, я бы сказал. Может, и олимпиады даже. Вот, все. Спартакиады какой-нибудь. Все. Ведь у нас полно сегодня школы охраняют, там санатории, больницы. И показать, что отдыхайте, ребята, полная безопасность. То есть это все можно делать. И в позитиве все давать. Вот я вице-премьер говорю, запрещаю давать отрицательную информацию по Кавказу. Все хорошо. Да вы, А что? вы А против что да свободы вы? слова. Я говорю, Всё при ясно. чем Владимир здесь свобода Николаевич, Вы слова? против свободы слова. Владимир Всё При чем ясно. здесь свобода слова? При чем свобода? Я вам говорю, что не давайте отрицательную информацию, дайте положительную. Ну и все. Почему нужно заставлять людей жить в страхе и все время портить им настроение? Когда на Северном Кавказе вместо «здравствуйте» рассказывают историю, как приходит крупный инвестор из Москвы и говорит, давайте я построю здесь гостиницу или санаторий, им говорят, давай, строй за свои деньги, потом мы его у тебя заберем и тебе сдадим в аренду. Но это ведь не есть благоприятный инвестиционный климат. Так что, при том, что прекрасное, трудолюбивое население, все очень хорошо, но есть определенные привычки и склонности у северокавказских элит, которые мешают приходу денег туда. И с этим надо как-то справиться. И, конечно, это будет очень непросто. Это произойдет очень нескоро. Это годы. Вы имеете в виду? А вот такая ситуация... Построение общественных, кланы. Можно Знаете, я там, скажу к в этом сожалению, плане? очень часто бывает так, что люди предпочитают получить $5000 сейчас, а не $500 тысяч через 10 лет. И очень важно то, что Хлопонину дали столь серьезные полномочия, вплоть до возможности отставок руководителей территориальных органов федеральных ведомств. Да, потому что это, то, что у него есть какие-то и кадровые полномочия, это очень важно. Ну, все равно это решение о создании отдельного округа является чрезвычайным по определению. Видимо, другого выхода нет. Пришлось все-таки создать вот это вот то, что многие назвали санитарным кордоном. А может быть, назрело наоборот? Не столько чрезвычайно, насколько постепенно Кавказ, Северный Кавказ созревал для
вот этого решения. Я не назвал бы это абсолютно никаким санитарным кордоном. Все это оценки дают те люди, которые не знают Кавказ, не знают Северный Кавказ, и тем более не знают сегодняшний Северный Кавказ. Я также абсолютно не согласен, когда говорят, вот какая-то склонность и так далее кавказских народов, характерна им и так далее. У кавказских народов нет никакой склонности, которой нет у других народов. Я хотел бы вот услышать фамилию того бизнесмена, который пришел с инвестициями и которому сказали, вот это ты построишь, мы у тебя отберем и так далее. Я говорил не о склонностях кавказских народов, я говорил о склонностях северокавказских элит, которые объясняются не тем, что это северокавказские элиты, а той жизнью, которая происходит на Северном Кавказе в последние 20 лет. Слушайте, а вот у нас тут нет Вот таких... вы же говорите северокавказские элиты. Вот на чем основаны выводы? А у нас Можно нет таких... посмотреть у меня инвестиции нет на никаких душу оснований. У нас населения. в Москве нет таких ВВП элит, на душу которые... населения. Ты придешь к ним с Понимаете, инвестициями, Владимир Константинович, они у говорят, меня ну, нет ты построй, никаких а потом мы- оснований. Я точно знаю, что таких склонностей нет у Рамзана Ахматовича. У меня нет никаких оснований полагать, что она есть у Магомедова, у Канокова, у Евкурова, у Эбзиева, у других. Я твердо убежден в том, что без искусственных каких-то действий, указов, приказов, решений и так далее, вот этот округ на самом деле станет чем-то цельным, единым и так далее, если внутри округа будут предприняты те шаги, о которых мы здесь говорили. Это имеется в виду убрать государственные, я не побоюсь произнести этот термин, государственные границы, которые возведены внутри округа по административным границам. Когда человек, который живет в Махачкале, приехав в Ставропольский край, он может заняться бизнесом, и ему не будут говорить, ты что тут, значит, с Каспийского побережья перебрал сюда. И я думаю, что лет через 10-15 вот это произойдет, о чем мы с вами говорили. Вот эту ноту мы возьмем и будем держать. И не только мы, но и те, на кого сегодня возложена святая обязанность умиротворить Кавказ и сделать его процветающим. Этого хотят все россияне, этого хотят жители Северного Кавказа, этого хотим все мы. Спасибо вам И за это то, что вы приняли получится. участие. Обязательно получится. Уверен в этом. Спасибо вам огромное за участие. И вам спасибо. Спасибо.